Всем доброго утра. Итак, продолжаем предсказания. Очень тяжело в конце года собраться силами. И поскольку очень большой поток информации, годы непростые, идут друг за другом. Поэтому периодически в первые месяцы, если будут дополнения к году 2025, я буду снимать иногда. Но пока то, что я сказала и скажу сегодня, мне кажется, вполне достаточно, потому что очень много, очень объемной информации. Вы знаете, вся судьба мира, она где-то в тонком плане существует. И достаточно просто отпустить эти слова на волю, и они начинают сбываться. Прошло, наверное, 5-6 дней с первых предсказаний, и сбывается просто вовсю. И это будет на весь год. Это будет повторяться, и многое, что еще не сбылось, естественно, год только начался. В течение года будет сбываться. Что такое ясновидение? Это связь человека с духами. Ясновидение носит и глобальный характер, и единичный характер, когда ты видишь судьбу одного человека. Но тот, кто видит судьбу одного человека, способен видеть судьбу и мира. Хочу вам сказать, что это мне дано с детства, с малых лет. С малых лет эта точность очень многих удивляла. И даже мои враги, им приходилось признавать, что мне дано видеть. Но для меня лично в этом очень мало радостного и веселого, потому что это очень сильное напряжение разума, напряжение жизни. Это выжатость, потому что вся эта информация, весь этот поток, который идет на одного человека, он огромен. И твой мозг не спит и не отдыхает ни днем, ни ночью, никогда. Но дано, значит, я обязана это все говорить вам, предупреждать и помогать. Такие люди, как я, становятся известны в зрелые годы, потому что они идут вверх своим трудом. И очень многие, услышав на этих всяких шоу и программах четкие ясновидения, поражаясь и удивляясь, через некоторое время узнают настоящий источник, откуда это взято. Если ты человек, публичный, конечно, не сказать, что я не публичный человек, но человек не для шоу. Это меня никогда не привлекало и раздражало, и я абсолютно против всяких телевизионных передач и прочее. Меня приглашали много где, я не хочу. Я не хочу быть в один ряд с этими аферюками. Они не моего уровня люди, чтобы я с ними вместе, даже не с ними вместе, а просто чтобы и я была на этой программе, потом еще кого-то приглашали. Это все равно, как быть, на одном уровне. Мы все были, участвовали в таких-то программах. Не хочу. И поэтому, естественно, многие пишут, а как так, а почему вот если такое совпадение, мы видим, все это сбывается, почему о вас там мало знают? Потому что... Но сейчас я не скажу, что мало знают, но в любом случае
Потому что все идет естественным путем. Нету рекламы, нет раскрутки, нету шоу, нет театральности. А все, что естественно, оно идет медленно. Люди приходят тогда, когда они готовы к этой информации, к этому человеку. Знаете, да, когда ученик готов, тогда учитель приходит, когда он созрел. А люди, которые раскручивали, люди, которые очень быстро пришли, очень на уровне порой даже государственном их раскручивали. Но итог этих людей был плачевен. У кого-то тюрьма, у кого-то забытие, у кого-то конец и разрушение всего, что их командой было создано. Поэтому я считаю, что все должно быть естественно. И слава, и признание, и известность, и деньги, и все остальное, оно должно прийти заслуженно, естественно, и человек должен отдавать за это годы своего труда. Итак, мои работы есть на многих ресурсах. На Рутубе, Яндекс.Дзен, ТикТок, по-моему, даже есть, да. Ну, в общем, везде загружают. Это наши дочерние каналы. Люди, которые взяли и сохраняют мой труд. Некоторые из них подключили рекламу, это их право. Это не мои каналы. Я у себя на основном канале никогда рекламу не подключала и никогда не зарабатывала рекламой, хотя могла, потому что у меня огромное количество просмотров в месяц. Но я считаю, что это нечестно по отношению к зрителю. Он приходит не рекламу смотреть, а мои работы. Если у вас сейчас реклама появляется, то это благодаря, в кавычках, тем, подключениям, которые вы находите и добавляете для того, чтобы посмотреть вообще YouTube. Это не моя реклама, не моего канала. Программы разные, у них реклама своя есть. Но это плата за то, что вы смотрите. Итак, опять начали салюты стрелять, запоздало. Проснулись, наверное, кто-то. И сколько угодно этим людям говорим, что нескромно, некрасиво, нельзя так делать. Вообще сейчас моральный урод просто салют будет стрелять в 8 утра. И павшие есть, и непростые годы. Но, к сожалению, для моральных людей не существует никаких преград и прочее. Итак, начинаем. То есть часть поучительная закончена. Да, еще одно замечание для тех, кто приходит. Вот вы почему вначале говорите, ой, там негатив какой-то, я не хочу, отписываюсь. Я хочу вам сказать, мне совершенно наплевать. Отписываетесь вы, остаетесь вы, мне чихать. Вы такие прям нежные души, что слово «жопа» для вас, понимаешь, вы падаете в обморок. Отписывайтесь к черту. Это нужно вам, а не мне. Я сама знаю, что будет в этом году. Я могу не снимать, я могу сама для себя знать и сама соблюдать эти определенные законы мироздания, жить спокойно. А я трачу свое время, силы для того, чтобы помочь вам. Где вы видели сильную личность с характером размазни? Вот эти все притворные, знаете, выкрики, заламывание рук, вот это ханженство. Ой, почему вы так говорите? Я не могу слушать, я отписываюсь. Да идите к черту, отписывайтесь. Я говорю, как считаю нужным. Это мой канал, здесь мои правила, я вам ничего не должна. Я у вас денег не беру, зато совершенно даром помогаю вам пережить каждый год. Так что дверь открыта. И свои эти тупые комментарии не нужно писать под роликами. Мне они не интересны. Я не по вашему заказу живу
и действую. Я всю жизнь делаю так, как я считаю нужным. И вообще за слабым, чмошным, жалким человеком идти не следует. Нужно идти за сильной личностью. Тогда будет толк какой-то в жизни. Итак, начали. Начинаем. Перед вами Зевс, а на римский манер Юпитер, верховное божество, отец богов. У разных народов он по-разному называется. Для общей картины предсказания рекомендую вам посмотреть предсказание 2025, «Ведьмина изба», а потом Россия регионы, потом США и Европа, для того, чтобы иметь общее представление, что и как произойдет в жизни. Потому что в этих видеороликах там сказано и очень многое, что в общем и в целом в мире ожидается. И он будет касаться всех вас, всех республик и всех народов. Итак, сегодня мы с вами поговорим а подробно, насколько возможно, про СНГ и Восток, Азия затронем. Потому что я решила в одном ролике это все записать. Итак, временами будет господствовать Юпитер. Это время силы, сильных волевых людей, принятия важных решений, которые будут судьбоносные. И поэтому сегодня у нас на алтаре именно он со своей ревнивой женой Герой. Начнем по списку. СНГ. Армения. Значит, про Армению я ничего говорить не хочу и не желаю. Даже ради тех 10% достойных людей, которые там остались, а их больше и нету там, я не хочу говорить о них ни слова больше. Древняя нация не имеет права вести себя так позорно. В нашей истории много было случаев предательства, но чтобы 2 миллиона предателей было собрано в одном месте, такого еще в нашей истории никогда не было. Я не вижу смысла что-либо говорить, потому что эти люди все равно меня не слышат. У них есть свои придворные астрологи, у которых ни мозгов, ни образования, ни ума, и которые никогда ничего не сказали в точку. Но эти люди продолжают им слушать, потому что льют им в уши то, что им нравится. Я много раз предупреждала, все равно никто не слышал. Даже когда в Арцахе должна была начаться резня, можете посмотреть «Ведьмина изба 2». У меня там есть. Арцах потопят в крови. Арцах готовят к резне. Я уже из последних сил, как та Кассандра, которая кричала и рвала на себе волосы, что скоро 3 погибнет, и никто ее не слышал. Вот как та Кассандра, я кричала и извела всю свою душу. Из-за этого в 2020 году я настолько сильно заболела из-за этих моральных страданий, что находилась между жизнью и смертью. 2 недели я просто отключилась от жизни. И мои все зрители это время помнят. Они ждали, что я могу и не вернуться. Были уверены. Потому что никогда в жизни у меня еще не было такой страшной болезни. И вот в этом междумирье то, что я увидела, я не желаю никому увидеть. И последнее, когда было сказано через 2 недели, Арцах действительно потопили в крови и напали. И пытки, мучения, резня простых, обычных людей
эти страшные кадры невероятно, которые перед глазами. И в Телеграме группу, которую создали мы для того, чтобы миру показать все это преступление, называется «Узнай правду про Арцах». Но я вас предупреждаю, что сердце не выдерживает это все смотреть. И эти кадры не заканчиваются, их тысячи и тысячи и тысячи. Такое ощущение, что резали просто сотни тысяч людей. И когда после этого они не прослушались, и последней точкой стало, когда в Степанакерте хоронили этих молодых ребят, благодаря которым какая-то часть народа осталась живых, потому что они сопротивлялись. И в это время цинично в Ереване играли свадьбы, зная, что там происходит. Вот с этой минуты они для меня умерли. Я поставила на них жирный крест. И даже памятник их любимого креста поставила на их могилу. Они для меня как народ не существуют. И я считаю, что это отход нашей древней генетики. Все. Я поняла, что там говорить не с кем, ни о чем и не для кого. Люди, которые во время резни своего народа устраивают свадьбы, гулянки и концерты, они не люди больше. В них человеческого ничего нет от мала до велика. Я вообще не считаю их частью армянского народа. И поверьте мне, это мнение не только мое, это мнение любого нормального, адекватного человека, представителя моей нации по всему миру. 11 миллионов армян мнение это. Спросите любого из них, они все это вам скажут. Мы их уже за людей не считаем. Поэтому судьба какого-то отхода меня не интересует. Я не собираюсь о них больше ничего снимать и говорить. И внизу под роликом прошу не писать. Что там будет, мне плевать, что там будет. Я плевала на то, что там будет. Ясно вам? Вы мне чужие. Какая мне разница, что там у вас будет? Мне родные, мои близкие и моя нация не могла такое злодеяние сотворить. Вообще я корнями из Западной Армении. С этой Арменией меня ничего не связывает абсолютно. Мои корни из Западной Армении. Но поскольку это та часть, которая осталась от нашей страны, и которая вероломный Ереван отдает и дарит всем подряд, естественно, это все, что нас связывало с нашей историей. Но видя то, как вы опустились, я не хочу вас знать. Я никогда в жизни там не появлюсь. Я ничего общего с вами не имею. Вы просто не прошли геноцид, чтобы знали, что это такое. И очень жаль, что когда-то резне подверглась Западная Армения, а не вы. Может быть, стали бы поумнее. Все. На этом, пожалуйста, эту тему закрыли. Больше не смейте меня беспокоить этим вопросом. Я вам столько сказала, столько предупреждала, столько просила, я столько сделала для того, чтобы открыть ваши глаза, что вот, просто я даже не знаю такого человека, кто мог бы столько сделать и с другой стороны. А результат абсолютно нулевой. Вы как были продажны, так и сидите там. Для вас ваши друзья близкие – это враги, а ваши враги – самые лучшие друзья. Я не хочу ничего общего с вами иметь. А про тех армян, которые вне Армении, я уже предсказала, и все это сбудется, потому что они живут в разных странах, и все, что произойдет в этих странах, случится с ними в том числе. Все, на этом этот вопрос закрыт. Переходим на другую республику – Азербайджан. Понимаю, что из-за национальной принадлежности многие из них выкрикивают внизу: это ерунда, ничего такого не будет. Но, друзья мои, они все сидят на моем канале, наблюдают и смотрят. Потому что сильного человека даже враги уважают. Я их врагами не считаю, они меня, да, конечно. Вот. И они знают, что все сбывается. И в прошлом году все, что было сказано, сбылось. И в этом году тоже. Значит, первое, что я хочу сказать, очень много живущих в России азербайджанцев будут уезжать на свою родину с России.
отношения Азербайджана очень сильно испортятся. И там делается все для того, чтобы это случилось. Далее. 2025 год очень черный год для семьи Алиевых. Болезни, смерти, закрытие офшорных их фирм и концернов, которые они по всему миру имеют. Большой пожар рядом с Баку. Большой пожар в Сумгаите. Далее. Очень многим азербайджанцам и своим гражданам, и просто единокровным будет заказан ход в Азербайджан за несогласие с политикой Алиева. И многие люди просто станут персона нон-грата, не смогут попасть на свою родину, уже свою родину, хотя это родина, она на исторических землях других народов, но неважно, уже их родина. По крайней мере, для 4 поколений она уже родина. Я вижу очень страшный конфликт с Персией, с Ираном. По всему Арцаху расставлены израильские базы. Они пока еще не, скажем так, неофициальные, но они есть там. Никто пусть не мечтает, что сейчас они вернутся на те места, где они жили, и будут там жить. Как видите, людей, как туристов на автобусах возят туда и обратно, но никто там не живет. Туда будут возить некоторых поселенцев, несколько селений, и на этом все закончится. Золотодобывающие предприятия, они полностью в руках Британии. Там есть доля и Франции. Это для тех, кто французов считает своими друзьями. Ну, по крайней мере, правительство Франции считает своими друзьями. Начнутся бунты в Азербайджане. Очень много самоубийств. Экономический спад. Говорю вам не потому, что так хочу говорить, как вы говорите, а потому что это реальность. И вы прекрасно знаете эту реальность. Я вижу со стороны Ирана удары в сторону Азербайджана. Ухудшение отношений даже с Турцией. Алиев попал просто в свой собственный капкан, откуда он очень долго еще не сможет выбраться. Более того, он болен. И в скором времени вы в этом убедитесь сами, когда увидите, какой он исхудавший, бледный и никакой. Преемником он готовит сначала жену, потом надеется на сына. У сына недолгая жизнь. И вы, мне кажется, прекрасно понимаете, что сын рожден суррогатной матерью. Ну, возраст у человека, не позволяющий уже родить. Но это не имеет значения, это их генетический сын. И у него не очень хорошая, скажем так, наследственность. Далее. Закрытие школ по каким-то причинам. Частое закрытие школ, особенно в маленьких городах. Упадок медицины и абсолютное забытие этих людей, которые воевали. Аресты этих людей. Впрочем, они и с Арменией в этом очень похожи. После того, как эти люди повоевали, ради них теперь их родителей можно арестовывать, бить, таскать по полу, хоронить в каких-то болотистых местах, где
Родители с ужасом видят, что вода просто выступает из-под земли. То есть абсолютно безразличие, наплевательство к этим людям. А за лишние разговоры аресты. Столкновение между суннитами и шиитами. Прям конкретное столкновение. И точно так же очень сильно поднимется насилие в стране. Люди с искалеченной психикой, вернувшиеся с войны. Люди, ставшие калеками, которые абсолютно беспомощны. Начнутся грабежи и прочее. Вот, наверное, из стран СНГ в 2025 году Азербайджан самая опасная страна для проживания. Беларусь. Беларуси нужно быть очень осторожным. В этом году опять начнутся эти тайные интриги и желание поднять очередной бунт против белорусского правительства. Опять аресты. Лидером всего этого будет женщина. Она будет руководить из-за границы. Конечно, это все раскроется и будут очень серьезные последствия. Но беспорядки очень сильно расшатают покой Беларуси. В остальном Беларуси очень быстрый подъем экономики. Если помните, в прошлом году все великие могуи предсказывали, что на Беларусь нападут. Только я сказала, что ничего подобного не будет. Ну, естественно, есть люди, которые обожают пессимизм. Вот просто хлебом не кормить, дай им поплакаться, дай им прийти в ужас, испугаться. Вот любят люди загонять себя в этот ужас, нравится им. И очень раздражает, когда им говорят, что будет хорошо. Их это выводит просто из себя. Потому что они для себя уже создали это страшное кино, кошмарное, понимаете? И как-то вот они не хотят от этого отказываться. И в этом году не вижу никаких столкновений на границе. Но еще одно армейское подразделение поедет туда, в Беларусь, на границу. Единственное, Белоруссии нужно быть осторожным. Очень много нашествий волков. Особенно на пограничные территории. Если кто там живет, просто будьте очень осторожны. И собак своих закрывайте, сделайте вольеры большие. Двойные сетки я вам советую. Потому что у волков есть особенность заманивать собаку, а потом они отгрызают у них лапы, носы. Должна быть двойная сетка, двойной барьер до того, чтобы не добраться до собаки. Если вам просто нужна охрана от собаки и более ничего, то имейте просто совесть, люди, всех касается, значит, сделать, построить или заказать вольер для собаки и обезопасить свою собаку. Вы в ответе за них, и поэтому, если вы допускаете такие трагедии, потом не удивляйтесь, что в вашей жизни начинаются тоже трагедии и прочее. Ну, надо быть человеком прежде всего. Так вот, в Беларуси на окраинах, то есть в пограничных районах, неважно, граница с какой страной, с Польшей, с Россией, у вас нашествие волков намечается. Никогда еще такого не было. Конечно, будет отстрел, будут егеря, охотники этим заниматься. Но в любом случае трагедии, к сожалению, не избежать. Кто меня слышит, будьте очень осторожны. Сделайте там, поправьте заборы, проверьте, нет ли у вас ничего в этом. И зимой, и весной, и летом, весь круглый год. Такое чувство, что вы чем-то обидели лесных духов. Потому что в Беларуси намечается еще
такая непонятная вещь, болезнь леса. Лес начнет болеть. Даже отряды людей организуют, чтобы опрыскивать там, улучшать состояние леса, рубить как бы уже умершие деревья, чтобы освободить, чтобы улучшить лес. Но вот лес, обида леса на вас за что-то. Может быть, за вырубку, может быть, построили рядом с лесом какие-то здания и покой нарушили лесных сил. Но вот поэтому это нашествие волков и начнется. К этому можно относиться по-разному, но я не просто говорю, что случится, я объясняю причину, понимаете, почему это происходит. Так что жителям Республики Беларусь мои рекомендации, если вы живете рядом с лесом, задобрите лесных духов. Отнесите туда фрукты, блины, оставляйте. Благодарите лесных духов. Просите, чтобы они ваш лес охраняли. И у вас этих проблем не будет. А вот в других регионах будет. Те люди, которые этого делать не будут. И, естественно, не все знают, как это надо, и не все хотят это делать. У вас вот в этом году именно проблема с лесным массивом. Вымирание леса. Что-то происходит. И еще, может быть, из-за того, что рядом с лесом построены какие-то огромные, значит, электростанции, различные причины. Оздоровите лес. У вас это намечается. И нашествие волков – это самое опасное, потому что школа, дети, даже школа должна быть проверена, даже вокруг школы должна быть, это ограждение должно быть, чтобы дети были в безопасности. Не отпускайте детей через лес, через лесополосу, через какой-то там, неважно, через лесопарк. Не пускайте от них, если у вас вообще рядом обитают дикие звери. Вот, собственно. Во всем остальном таких, знаете, весомых перемен не вижу. Умеренное такое, как бы, обыкновенная жизнь. Будет чаще выступать ваш батька, чаще выступать. И события в Сирии его очень сильно потрясли. И вообще все, что в мире происходит. Контроль, наверное, будет более жесткий, потому что многие будут ездить туда и работать, и под видом работников будут выявлять и с незалежных людей. Ну, вот такой вот, более такой жесткий контроль. Значит, образовательная реформа, медицинская реформа, пересматривать будут это все. Несколько новых заводов понастроят в больших городах. В принципе, там умеренно все. Вот единственное бедствие, которое я вам сказала. Казахстан. Я последние годы сказала, что я больше не буду о них снимать. Но в этом году все-таки пообещала снимать. Как там говорится, повинную голову меч не сечет, да? Но есть много других вариантов. И я объяснила свое нежелание снимать про Казахстан. Каждый раз, когда я снимаю ролик, предсказание, сыпется оттуда оскорбления, угрозы, грязные слова. Ну, кому это приятно? Ты пытаешься помочь людям, а они тебя самыми последними словами покрывают. Ужасная озлобленность. Я помню, когда возле ресторана там подрались, ну, мало ли, знаете, сколько здесь дерутся в России. И там были армяне, еще кто-то. Начались погромы армянских ресторанов, магазинов.
Такие страшные вещи писали под роликами армянских блогеров. Да вообще дети танцевали, там такое отвратительное просто шло. И я когда это все прочитала, я ужаснулась тому, какой ненавистью накачан народ, живущий там. Ужасает. Спросите про Россию, узнаете столько оскорбительного, такую ненависть увидите с той стороны. А между тем, именно благодаря России Казахстан существует как страна, потому что это были мелкие такие разбросанные, раздробленные байства, которые вечно между собой воевали. И именно с приходом советской власти, да, началась индустрия, страна вообще получила свои границы. И испытывать такую жгучую ненависть к своему соседу, где огромное количество твоих соотечественников живут испокон веков. Невероятно. Но если мы смотрим, сколько различных народностей там живет, начиная от карабулаков, заканчивая степняками и так далее, мы понимаем, что там разные генетики. Поэтому люди разные. Посмотрите на внешность жителей Казахстана. До нежных, благородных черт, напоминающих японские аниме, и до грубых, абсолютно таких грубоватых людей. Понимаете, как, живя в разных условиях, физиологически нужно было приспособиться. Кто-то жил на степи, там ничего не было, кроме саксаулов. И нужно было выжить. Там нужна была грубая сила, там нужна была физическая мощь, там характер должен был быть сильный, жесткий, жестокий. Забрать, отобрать, кормить своих детей. Где-то жили в городах, где шла торговля. Там физическая сила была не особо нужна. Там нужны были мозги, там нужен был разум, знание. Там нужна была тонкость натуры. И формировался этнос различный. Потом этот этнос друг с другом приклеили, привели там этих, тех. Все, приплюсовали, и вот вы все казахи, вы один народ. А это не так. Они совершенно разные. Они совершенно разные и физически, и духовно, и морально. Одна часть снимает потрясающие фильмы, которые, удивитесь, один из лучших сейчас в киноиндустрии – это Казахстан. Другая часть абсолютно готова всех, знаете, разогнать, всех выгнать, всех, разорить, у всех все отобрать. И вот ты смотришь и думаешь, неужели это один и тот же народ? Официально да, а так нет, разные генетики там. И я надеюсь, что меня услышит как раз та благородная часть. Дело не в страхе, дело в том, что это неприятно, когда просто в грязных галошах топчутся по твоей душе. Когда я сказала, что Назарбаев уйдет, меня там такими камнями закидали, такой шум стоял, такие проклятия, даже грозились на своем телевидении, мне начали писать: «А вас сказали, я вас проклинаю». Я думаю, вы вообще адекватные люди, может, с вами что-то не то? Через 2 месяца Назарбаев ушел. И все, успокоились все. Друзья мои, может быть, прежде чем кидать камни в человека и проклинать, может быть, вы подождете немного, и когда это все случится, вы сами потом скажете, как хорошо, что я не опозорился. Правда? Давайте вот так сделаем на сей раз. Я очень многим людям помогла из Казахстана и помогаю, и они для меня нормальные люди, у меня нет обид каких-то. Просто у меня нет желания больше получать вот эти грязные вещи оттуда. Надеюсь, на сей раз обойдется.
У Казахстана не все так плачевно. В прошлом году было намного хуже. Значит, смотрите, появятся 3 основные партии. Одна часть прозападная, другая партия пророссийская, третья партия происламская, религиозная, которым хочет ввести в Казахстане суд шариата. В общем, все должны покрытые ходить, как обычно. Людям светским, людям образованным очень будет непросто в Казахстане в этом году. Но, как я сказала, 2025 год – это подъем. Это мы поднимаемся с той бездны, куда упали в конце 19-го, начале 20-го года. Мы поднимаемся. И поэтому очень сильно поменяются настроения в Казахстане. Народ просто устал. Народ устал от пустых обещаний. Народ устал от бездарной власти. Устал от этих бесконечных бунтов, арестов. В этом году начинается абсолютно ненависть к навязанным прозападным ценностям. Абсолютная нетерпимость. Даже драки на улицах, разгромы каких-то соросовских контор, каких-то западных центров. Даже, может быть, соберутся возле американского посольства или какого-то еще. Абсолютное отторжение абсолютное от всех этих моралистов оттуда. И в этом году с Россией улучшатся отношения. К вам прилетят сразу же дяденьки оттуда в черных цилиндрах, это условно говоря, с предложением на границе с Россией устроить такое напряженное состояние. Ну, то есть отвлечь Россию от той своей миссии, к которой она идет. Но верхушка в Казахстане очень сильно испугается даже думать об этом. Несколько раз будут приезжать, народ каким-то образом об этом разузнает, в прессе будут говорить, может, блогеры начнут снимать. И начнется очень жестокое противостояние. Вплоть до того, что просто от родственников будут отрекаться. Это продлится где-то несколько месяцев. Вот эта вот борьба внутри общества, кто за кого. Потом постепенно это все начнет отходить в сторону. Токаев ослабевает. На его место метит другой человек, который очень симпатичен, который предлагает вернуться к постсоветским временам, который предлагает соседями жить в мире, вести между собой торговлю, что мы всем рады, со всеми готовы дружить, но только не нужно нам навязывать свои, значит, приоритеты, свои законы. В Казахстане этот год пророссийский, начало пророссийских настроений. И борьба в обществе, конечно же. Потому что всеми силами пытаются внедрить совершенно противоположное. Новый певец прославит Казахстан. Молодой человек, очень интересный, очень мало выступал, мало его знают. И подъем, вот именно культурный подъем, снятие фильмов, снятие там каких-то социальных роликов. Нет, религиозная партия потерпит крах, не пройдет. Сейчас Казахстан не готов к этому всему. Это светское все-таки государство более чем. И очень
нашумевший фильм. Может, сейчас начнутся съемки, может, заканчивается, но очень нашумевший будет фильм про ханское время и про женщину-лидера. Вот о ее судьбе фильм будет снят. Начало постройки еще одного города, который в будущем станет тоже большим городом. Он где-то недалеко, то есть область Туркестан, но на границе с этой областью, с другой. Вот там. Больше, наверное, уйгурский город. Кстати, про уйгуров. Вот область Туркестана вообще славится в Казахстане своими преступлениями. Ну, что правда, то правда. Чаще всего именно Туркестан. Вот эта область. Постоянно. Разбои, убийства, грабежи, все. Вот область Туркестан. Там очень такой, знаете, такой сгусток различных кровей собран. Такая ядреная смесь. Степняки, уйгуры, тюрки, монголы, китайцы. Оно, в принципе, с границей, по-моему, близко к Китаю. Это настолько просто вот такая ядреная смесь, что там еще очень долго в этом котле будут вариться многие генетики, то есть, да, генетика разных народов, ближе как бы этнически более-менее, но культурно очень далекие. В этой области много кто хотел ввести порядок, но да мало у кого получилось. И вот эта область в этом году как-то отличится именно в плане, может быть, развития больше, чем в плане преступности, как ни странно. Откроется какой-то центр тенгриства, шаманизма, походы в горы, рассказы жизни великих баксы Казахстана. Нет, год неплохой. Почему говорю неплохой? Потому что он, в принципе, не прям вот уж замечательный, но уже взлетный год. Вы почувствуете на себе какое-то начало какого-то разума, вот разумного диалога. И сопротивление навязанным идеям. Потому что, как говорится, близкий сосед лучше далекого родственника. Вот такое начнется в Казахстане. Права женщин будут обсуждать. Значит, будет ужесточено наказание за насилие, за домашнее насилие. Примут определенный закон, потому что там с этим большая беда. Все сетуют на Россию, а там еще хуже. С насилием и прочее. Вообще никто даже рассматривать это все не хочет. Не видит в этом ничего плохого. Доминирование мужчины над женщиной, в этом ничего такого там не видят. Патриархальный строй до сих пор. Единственное, что плохо, это очень много краж невест. Вот 2025 год отличится этим. Берегите своих девочек. Потому что заселяют города, дают, значит, жилье и прочие целые кварталы, которые именно степняками заселяют. Это немножко дикие люди, мягко говоря. И берегите своих дочерей. Потому что просто вот эта вот дикая кража невесты, я не помню, как он там, Ачу, что-то в этом роде, как-то так называется, но можете поправить меня. «Хватай и беги» называется эта традиция, и она до сих пор актуальна.
просто могут украсть, потому что увидели, потому что понравилось. Может быть, эта девушка беременна, может быть, она уже собирается замуж. Как-то не очень нормально это все. Но это не только в Казахстане, к сожалению, на Кавказе до сих пор это есть. Уверенный в себе мужчина никогда не будет красть. Он придет и достойно будет добиваться руки девушки, которая ему понравилась или которую он полюбил. А это немножко такая дикость и дикарство. Но самое страшное, что родители предают детей. Они их не забирают назад. Они считают, что раз украли, как-нибудь перетерпи. Ну, вы представляете, жить со своим насильником, рожать ему детей, жить с ним, вот каково это? И вот эти бабки, которые валяются у порога, мол, через меня переступишь, и судьбы не будет. Надевание насильно платка. Если платок надели, все, ты должна подчиниться. Дорогие девушки, послушайте меня. У вас не будет судьбы, если вы живете в семье, которую вы сами не выбирали. И ни этот платок, ни эта старая бабка, которая валяется у порога, вам не указ. Смело уходите. Ни один платок не решает судьбу человека. Я понимаю, обычаи, обряды, традиции, но мы с вами живем в 21 веке. Средние века уже закончились. Я знаю просто много таких женщин, которые поддались этим уговорам и как бы согласились остаться, надеясь на что-то хорошее. Ничего хорошего не получилось. Мужчина должен быть вашей душой, родным человеком. Вы должны его знать. Он должен быть вашим другом. Только тогда рискуете с ним ложиться в постель, жить, создавать семью и планировать детей. А мужик, который просто увидел из-за похоти тебя хватает и тащит, как мешок картошки, к такому человеку не может быть доверия. Он не может быть нормальным, адекватным мужем, отцом и так далее. Вот задумайтесь над этим. И просто, если с вами такое случится, подчинитесь, сделайте вид, что вы согласны. Как только они расслабятся, выйдите на улицу и убегайте. Уходите. И плевать на то, что там соседи... Не соседи будут жить вашей жизнью, понимаете? Ни родные, ни близкие. Другой вопрос, что у многих девушек нету поддержки, некуда бежать. Родители не принимают и так далее. И задумайтесь над этим. Это ваш ребенок. Что значит не принимаю? У меня когда-то подруга молодости уходила от мужа несколько раз. Он там издевался, избивал. Наконец-то мозги включились, она ушла к своей бабушке. Бабка приняла, звонит свекровь и говорит: зачем ты ее принимаешь? Вот они посидели бы на лавочке, да, и вернулись бы обратно к мужу. Вот из-за того, что ты приняла, она сейчас уверена, что ей есть куда идти. Ну, бабка ее послала куда подальше. Она потом вышла замуж и живет счастливо, родила еще одного ребенка. Вот есть куда идти, есть спасение. Именно для этого у каждой девушки должно быть свое жилье. Понимаете, чтобы она знала, что в случае чего ей есть где жить. Многие женщины терпят, особенно на Востоке, в Азии, именно из-за этого. Некуда идти, некуда с детьми податься. Эти все центры помощи и так далее, больше всего они на бумаге, нереальны. Негде найти спасение. И вот такие подонки, они этим пользуются, их семейка в том числе. Ничего страшного, посидит на лавочке, вернется назад. И она просто... И чем это заканчивается? Это заканчивается смертью, насилием, ранней смертью. Понимаете, вот недавно женщина просто с маленьким ребенком кинулась, значит, в этот водохранилище. Вот этим заканчивается. Поэтому задумайтесь, у вас одна жизнь, у вас нет запасной жизни, которую можно с кармана вытащить, потом, хрен с ним, одна не получилась, второй жизнью-то я по-другому поживу. Разум включайте. Вот в Казахстане время включить разум, и оно постепенно включается. Единственное, что сказала, молодые девушки, будьте осторожны. Особенно возле тех кварталов, где переселили ваших степняков. Они там голодные, холодные мужчины. Им срочно нужна любовь, причем бесплатная, чтобы каждый день.
И вот они, не задумываясь, это будут совершать. И очень много. Я думаю, что этого достаточно. А вот в Кыргызстане очень большая вероятность смены власти. По крайней мере, смена парламента. Очень сильное противостояние светской религиозной власти. Оно везде будет. Но особенно есть места, где будет сильнее. Это Россия, это Америка, вот Кыргызстан. Противостояние, вплоть до столкновений. Попытки смены власти, где-то и смена в каком-то смысле. Потому что это еще только в зародыше. Но оно случится. Митинги, убийство какого-то человека, лидера. После чего начнутся прям в стране очень такие волны. Год потрясений, но год выхода из дрема, знаете. Просто пик домашнего насилия. Вплоть до того, что в семьях министров, известных людей, эти скандалы, аресты деятелей культуры, значит, директоров, руководителей, потому что присвоили себе очень большие суммы, которые были выделены на развитие культуры. Столкновение на границе, наверное, с Таджикистаном. Но в то же самое время начнется программа усиления пограничных районов, предоставления им возможности, чтобы их дети обучались в центре, будут направляться туда специалисты, врачи, учителя, будут поощряться тем, что будут выделять, значит, им квартиры, дома, пытаются укрепить пограничные районы. К большому сожалению, очень большая утечка, очень большой уход, миграция. Миграция оттуда в Россию, в другие страны Запада. Экономически неустойчиво. Уже которое правительство приходит с обещаниями, но, увы, не делает ничего. Начнется дело врачей, аресты врачей, манипуляции, значит, обман, клиники, которые вместо лечения заменяли там дорогостоящие препараты обычными какими-то, ну, в общем, левыми. Большая смертность пациентов за эти годы, даже незначительными болезнями, поступающие туда. Начнется расследование. В Кыргызстане начнется дело генералов. Генералов, которые во время столкновений не очень давно, значит, можно сказать, кинули своих солдат в пекло. Сами отошли. Большие денежные расходы, нецеленаправленные. Однако 2025 год для Кыргызстана это начало перемен, начало сопротивления той жизни, которая не сулит ничего хорошего.
чрезмерный фанатизм, открытие арабских школ, значит, навязывание абсолютно чужих культурных ценностей. И начнется вот эта вот борьба между местными, между своими, теми, кто считает, что свою культуру, свое национальное нужно поддерживать и поднимать, и между не только прозападными, но и проарабскими течениями. Это все-таки начало борьбы в Кыргызстане. И выявятся очень яркие персонажи, яркие люди, яркие лидеры. О них узнают, об этих людях, которые изначально, конечно, имели заслугу. Это культурные, там, представители культуры, представители интеллигенции, даже сельской интеллигенции. Начнутся очень такие волны, знаете, напоминания, пропаганды своих корней, своей истории, своих культурных ценностей. То есть это такое вот сопротивление между своей цивилизацией и пришлой. И в итоге свои все-таки победят, но это только начало. В этом году только начало положено, основа всего этого, не более. Молдова. Упадок, абсолютное унижение народа, подчинение западным кураторам, экономический спад, бедность, стычки, столкновения. Придут новые люди, партия, которая начнет пытаться, по крайней мере, возродить свое личное, арест этих людей. Вы сами выбрали свое будущее, выбрали несколько раз, поэтому кушайте на здоровье. Народ, который не хочет просыпаться, он так и остается в полудреме. Абсолютная румынизация Молдовы. Полная ненависть. Ненависть к России, ко всему русскому. Молдова даже предложит свою помощь, открыто предложит в войне. Это вызовет бурю негодования, это вызовет протесты, потому что народ не готов опять эти затраты. Значит, многие будут выступать за окончание всей этой помощи Украине. Начнут в парламенте Молдовы просто потасовки, драки, стычки. Готовят Приднестровье опять к войне. Учтите, если вы ничего не сделаете, и эта вот власть там дальше останется, вы получите вторую войну, не менее кровавую. Армия восстанет. В армейских кругах начнется вот это брожение умов. Будут готовить свержение власти, об этом узнают. Начнутся аресты. Армия начнет делиться на прозападных и своих. Это начало великой чистки, фильтрации в Молдове, то есть в Республике Молдова. Год очень такой, 9-бальная шкала. Держитесь. Очень нелегко. Продукцию продавать некуда. Рынки закрыты. Элита как жила хорошо, жирно, так и будут жить. Просто прям
передразнивая вас и принижая. Для страны ничего не будет сделано вообще ровным счетом. Все, что делается, это используется весь ресурс для того, чтобы удовлетворить потребности своих хозяев. У вас нет власти. Ваша власть вам враг. Ваша власть пришла вас уничтожить. Если есть разум у народа Молдовы, значит, не молчите. Чем больше вы будете молчать, тем хуже. Ну, по крайней мере, те, которые вне Молдавии, могут что-нибудь снимать и говорить, и привести народ в порядок. Вы влюблены в своих палачей. Больше нечего сказать. Ну, Туркменистан. Уход людей. Просто бег оттуда. Я не вижу развития. Если только вот на уровне своем, это закрытое место. Ничего нового не будет в этом году. Опять же. Люди, просто разумные люди, оттуда убегают. Они не могут жить в этом рабстве. Еще больше контроль, еще больше притеснение людей, которые сильны и умны. Единственное, что лед тронется, что граждане Туркменистана или сами, то есть по национальности туркмены, они будут на разных континентах поднимать этот вопрос, говорить о том, что Туркменистану нужны реформы, новый лидер. Иначе это закончится очень плохо и плачевно. Закрыто, нет ничего. Ничего никуда не двигается. Все хорошо, все прекрасно, все улыбаются, машут, все счастливые. Очень напоминает Северную Корею. Если очередной туркмен-баши не возьмется за голову, не даст своему народу более-менее возможность развиваться, то лет через 15 эта страна абсолютно просто скатится в средневековье. Незалежное потеряет еще один регион, еще один город. В этом году опять будет поход на Херсон. Плачевное состояние, ну о чем говорить? Абсолютное разорение. Единственное, что в этом году постепенно многие умы начнут понимать, что они обмануты. Ненависть, конечно, зашкаливает. Как была, так и есть. Зеленый человечек пытается, опять ходит там, вынюхивает, где можно попросить, с протянутой рукой по всей Европе. Помогите, дайте. Будет очень много скандальных таких выявлений, значит, затрат денежных. Покажут их роскошные виллы, палаты на берегу морей, построенные на крови ваших детей. Там начнется, знаете так, движение матерей павших солдат. И они охватят и других. Начнется очень такое начало 2025 года, начало великого сопротивления, что ли. Просто вот начало сопротивления 2025 год. Постепенно это сходит на нет. Постепенно там уже начинает заканчиваться. И ресурс закончился. Уже некому и воевать, если честно. И вы сейчас, наверное, очень сильно удивитесь, но они попросят мира. Начнут говорить о том, что
С Россией пора уже как бы заканчивать и заключить мир. Хозяева начинают толкать их на это, что пора заключить мир. Им нужно это перемирие, им нужна эта передышка. Западу это нужно, потому что Запад ничего не смог сделать. Мы когда говорим о том, что это тянется, что много жертв, забывайте, что против нас весь мир, можно сказать, воюет. И если мы держимся молодцом, живем, как ни в чем не бывало, значит, мы сильные народ и сильная страна. И они это видят, они это понимают больше, чем мы с вами. Они наши плюсы видят лучше, чем мы с вами видим. И, естественно, они понимают, что так дальше не может продолжаться. Они свои ресурсы просто потратили. Миллиарды. И с подачи западных, вы же знаете, они одной рукой дают, другой рукой отнимают. С подачи их западных журналистов начнется разоблачение всей компании Зелинского и его, ближайших соратников, куда пошли деньги налогоплательщиков Америки, Европы, Евросоюза и прочее. Это начало их конца. Но хочу вам сказать, что они-то живые, не останутся. Их будут отстреливать постепенно друг за другом, потому что у Запада есть такая особенность использовать, а потом уничтожить, ликвидировать, для того, чтобы лишнего не сказали, мало ли где-нибудь выявится, будет рассказывать об этих технологиях. Западу это не надо. Одно дело то, что мы догадываемся и понимаем, другое дело прямо открытые факты, знаете, число и явки и пароли. Это не нужно им, поэтому его окружение постепенно в этом году будете слышать о смерти того-то, этого, того взорвали, тот упал неудачно, ударился башкой об стену и так далее. Проект Украина Запад начинает потихоньку разворачивать. То есть сворачивать, неправильно сказала, закрывать. Грузия. Вот в Грузии Запад старается и пытается, и будет пытаться опять, создавать эти тряски. Но не получится. Пророссийская линия грузинских политиков как была, так и идет. Не получится. В плане экономическом такой взлет в Грузии в этом году. Новые учреждения открываются, и медицина становится лучше, более развитой. Городостроительство, именно урбанизация, если кто не знает, что это такое, она будет на высоте. Очень много даже из соседних республик приедут работать на строительство. Единственное, с Турцией и с Азербайджаном ухудшатся отношения опять из-за территориальных претензий, из-за храма древнего, который находится на территории Грузии, но Азербайджан, конечно, тянет щупальца туда. Будут говорить часто о том, что Грузия тоже часть исторического Азербайджана. Ну и Аджария, постепенно в Аджарии начинается уход в турецкую сторону. Грузинское правительство это прекрасно видит и понимает. Пока они не крепко стоят на ногах. Но провокации со стороны Аджарии будут, конечно. Западу это надо, это нужно раскачать лодку. Я боюсь, что это начало постепенного лишения Грузии и Аджарии. Она уже практически не принадлежит Грузии. Там только одни турки. И туризм именно в ту сторону начнет уменьшаться, потому что уже небезопасно туда просто. Особенно христианским народностям.
Вот. Волнения народные будут. Бунты, аресты. Но она со своего пути не свернет. В любом случае. Экономический подъем опять же будет, да. Хотя очень высокая вероятность, вот, во-первых, открытия новых месторождений золота и очень большая вероятность урана и облучения от урана. То есть, сами понимаете, что это радиация. Радиационный фон зашкаливает в некоторых местах Грузии. И в этом году будет особенно сильным. И болезни связаны с ними. В том числе и онкология. Очень сильно помолодеет в Грузии. Знайте и будьте осторожны. Далее. Узбекистан. В Узбекистане начнется что-то невероятное. Вы знаете, на вас какие-то опыты проводят, без лишней иронии. Ваше правительство заключило договор с западными лабораториями, и включены очень такие мощные волны радиационные. Они просто испытывают на вас новый вид оружия. Пока еще не в полном объеме, но в Узбекистане очень много безумцев появится, сумасшедших людей. Иногда человек просто потеряет ориентацию посреди улицы, не будет понимать, куда идет. И по телевизору это будут показывать и говорить, что происходит что-то невероятное, будут искать причины в воде, может, отравили воду, может, что там случилось. Нет. Дело в том, что на вас испытывают новый вид оружия с согласия вашего правительства, друзья мои. И люди начнут терять память, падать в обморок, дома вести себя непонятно, начнут поджигать свой дом, себя. Для Узбекистана не очень хороший год. Очень прям спад медицины. С вашей страны будут уезжать граждане западных стран. Им просто сказали тайно, что будет у вас происходить, и они начинают уезжать. Покидать корабль, так сказать. Бедность. И смена власти. Может быть, частично, может быть, какую-то часть парламента сменят, но смена власти – это все-таки начало какой-то борьбы и спасения, выхода из ситуации, подъема куда-то. Потому что эти люди начнут вести эту борьбу за ваше национальное. Эти лаборатории, они у вас есть, существуют, они проводят на вас просто опыты. В школах начали преподавать усиленно английский, с английским уклоном. Всякие западные организации вот эти со своими пряниками приперлись. Какая-то помощь, какие-то университеты, там образовательная система. Везде они внедрились. И вами просто управляют. Год такой, знаете, для сельского хозяйства хороший, а для жителей городов очень опасный и нехороший год. И самое страшное там вот это безумие. А все остальное будет так же, как и во всем мире. Можете посмотреть просто первое предсказание несколько дней назад сделанное, чтобы понять, что в общем и целом, общую картину всего мира и своей страны. Потому что все, что сказано для общего мира, всего мира, оно сбудется и со всеми остальными, естественно. И немного, наверное, добавлю, немного скажу про Восток. Турция – это начало войны с курдами, это упадок в Турции, это постоянные стычки, столкновения, это теракты,
Это катаклизмы природные, которые будут сопровождать Турцию отныне, потому что Сирия очень дорого обойдется им. В Сирии начнется смена власти. Значит, сирийская оппозиция, так называемая, она будет уступать место другим лидерам. Не получат страны, которые хотели получить что-то от Сирии, не получат того, что ожидалось им. Начнется война. Сначала тайные, потом явные столкновения на территории Сирии между Америкой, Англией, Турцией. У них интересы сталкиваются. И с Израилем. Как говорится, шакалы не могут поделить награбленное. Но у каждого из этих шакалов очень плачевный итог. Единственное, кто выиграет, конечно, Англия, как всегда. Без каких-то последствий она туда выйдет. В Турции упаднический год, год катастроф, год пожаров крупных, наводнений, по местам землетрясений, не сильные, не как тогда. Далее война с курдами и очень большие жертвы и экономический спад. Дальше Израиль, Палестина. В Палестине формируется новая армия. Исламский мир Палестине не поможет. Только 2 страны заступятся за нее. Что касается Саудовской Аравии, казни людей, не согласных с режимом саудитов. Один из них может быть даже дальний родственник их самих. Но испортятся отношения с Западом у них на какой-то почве. Испортятся отношения, правда, быстро захотят это все загладить. Но пока что Саудовская Аравия, она как бы и так действует только в своих интересах. И ей совершенно наплевать на детей Палестины, как и всем остальным, увы. Палестина пока что горит в огне, но вся эта кровь Палестины вернется палачам. И в ближайшие годы наказание не заставит себя ждать, потому что очень большой упадок виднеется и в Израиле. И утечка людей, уход людей, потому что власть там неадекватная. Как по отношению к своим гражданам, так и по отношению к другим. Начало новых столкновений. Россия отошла в сторону. Теперь они будут грызться над телом Сирии. Все эти мировые лидеры. Я думаю, на сегодня достаточно. Если будут дополнения, я, конечно же, сниму в ближайшее время. Пока что этот поток информации настолько огромен, что надо это переварить вам. Но предупрежден, значит, вооружен. Имейте в виду это все и стройте свое будущее согласно всем этим словам, которые вам было сказано, потому что время показало, что все, что мной сказано, сбывается очень быстро и очень точно. Всем удачи!